Всем кончуа! Ну что, ребята, мы снова в Японии, и в этот раз мы приехали к моим хорошим друзьям из компании Акибона. Наша поездка по душу одного очень сильного мероприятия, которое называется Мацури, и которое проходит на Эбиссо. Будет неделя дрифта, а также мы заявились на соревнование под названием G1GP, где, собственно, я буду участвовать во всей этой движухе. В чем же мы будем, собственно говоря, дрифтить? Нужен же ствол. Братва, мы вернулись с Эбису, и, как вы видите, ракета все еще жива. Это была просто невероятная поездка, и стою я здесь сейчас не просто так. Есть одна очень крутая новость, которая связана с этим автомобилем и мной. И я рекомендую досмотреть этот видос до самого конца, чтобы узнать эту новость. Просто взгляните на эту красоту. 171-я школа на всех пирогах Turbo J. На 154-й стоит выворот, с ним будем разбираться, есть там определенные моменты. По салону у нас, значит, два полуковша, руль, ручник рабочий. Что еще из таких прикольных моментов? Значит, вырезаны арочки, стоят такие фендера. Фендера, наверное, мы снимем, потому что все цепляет. Возможно, все это будет нам мешать. Будет такой чисто мисл в стиле Эбису, как я люблю. Он будет очень похож на мой Марк. Будет соответствовать тому месту, куда мы едем. Двери выпилены, как бы лишним не будет. Что-то килограмма 3-4 убрали. Одна из самых главных проблем на сегодняшний день — сломана турбина. Королевский капот весит достаточно сильно. Здесь стоит вот такой вот тюненный коллектор, на котором стоит стоковая турбина, которая, собственно говоря, и вышла из строя. Нам предстоит ее поменять. Из остального все здесь в целом достаточно неплохо, педантично собрано. На самом-то деле мы избирательно подходили к выбору машины. С ребятами там согласовывали определенные моменты, потому что хотелось как бы минимально ее дорабатывать. Я приехал с моим близким Герой, с которым мы будем собирать эту тачку, приводить в порядок, потому что, ну, механ из меня как бы. И также приехали пацаны Димон, Вусал, это наши боевики, операторы. Они будут помогать в съемке не мне, а ребятам из Акибона. У ребят планируется видос, в котором будет гайд, как от и до приехать в Японию, приобрести тачку и подрифтить на ней. То есть там будет прям вообще вся пошаговая вот эта вот история. Ссылка, кстати, на него уже вот там где-то внизу. Можно уже перейти посмотреть, потому что мы будем все это выпускать в одно время. Ну что, мастер Георгий, вы можете подсказать проблему этого автомобиля? Я не разбираюсь. Вы как вообще, мастер или Я кто? вообще не разбираюсь. А, вы по покраске, да? По поеданиям Такаяк, второй после вас. Это тогда вы мой ученик. Пуск снимаем. Да. Турбину меняй, делай, выворота Да. смотри. Ворота смотри. И потом делай на ноль скорости снизу, третьего. Бабах! И разбился Да, и спать. да. Всё. Не-не-не, разбиваться не будем. У нас будет аккуратный чирк-челлендж. Как тебе, Дима? В красивых японских комбинезонах. Надо было одного цвета покупать, чтобы мы как миньоны были, желтого. Как всегда в Японии, не где-то там на Шибуе или что-то еще, а в прекрасном каком-то боксе, где-то в деревне. Кайф. Процесс идет. Сейчас пару слов за подвеску. Вот установлена, значит, вот эта защита заводская, которая упирается на вывороте вот в этот линк. Собственно говоря, с той стороны снялся, это тоже сейчас снимаю. Не знаю, почему сразу не доработали, не сняли. Дальше. Отрегулировали стойку, сделали морду чуть повыше, потому что очень низкая. Осталось дело за малым. Нужно все это настроить, а именно кастер, развал, хождение. Есть уже опыт настройки всего этого дела на глаз. Гера тем временем, значит, борется и возится там все. Сейчас вот коллектор снимает. Хотели снять турбину только лишь, но там, в общем-то, не очень получается. Поэтому придется и коллектор снимать. Уже лишились бампера. Ну, ненужные элементы покидают этот прекрасный автомобиль. Ну что, ребята, я уже поменял турбину.
По моему чистому комбезу, я думаю, понятно, что турбину менял я. Я просто, ребята, занимался контентом, как говорится, да, и подвеской. На самом деле наш брат боевик, силовик уже на финишной докручивает там последние болты. Вот наша мертвая турбина. Новая, значит, на базе. Потихонечку закручивается там все. По подвеске я тут тоже потихонечку занимаюсь, стараюсь не мешать Георгию. Ну, в общем-то, тоже практически на финишной, осталось не так много. Хотелось чуть-чуть рассказать за подвесочку. Интересное решение. Это, видать, какой-то комплект, как подсказали знающие люди, Казама выворот. В общем, тут отпиливается штатный рычаг и прикручивается вот такая вот история. Верхний регулируемый рычаг. Стоят, значит, подушки усиленные, что тоже очень важный момент. На GSDX есть вопросы к ним. Распорочка. Распорочка вообще... По поводу распорок в этой машине вопросов к ним вообще нет, они есть везде. Вот задняя распорочка, тут какая-то распорка. Two-way 3.9 пара, стритовая мужчинская пара у нас тут стоит. Тюнинные стоят эти, что впереди, что сзади, стабилизаторы. Не имел дела. Попробуем. Интересно, как это будет работать. Значит, выхлоп наш. Здесь на протяжении всего выхлопа стояла какая-то заглушка, это вата. Все достали вообще, все, что можно было. Шайбочки тут тоже стоят. Короче, есть вещи, на которые уделили внимание. И таких вещей достаточно много. И это радует, потому что нам не нужно сейчас заострять на этом внимание. Первый запуск на контрактной турбине. Ваня, бывает более контрактная турбина? Да. Это где? Это на российской разборке. Это точно. О, вот это школа! Мужской звук, Ваня, мужской! Yes, yes, yes! Слушай, ну какой звук приятный, а? Тишина в боксе, все уже разошлись. Сейчас мы тоже поедем. Какие-нибудь самые вкусные суши Таями съедим, с кайфом ляжем спать. Завтра приедем и будем уже завершать ракету. Все, что мы планировали, все проделано. Кузовня вся разобрана. Да, возможно, это будет выглядеть не так, как хотелось бы. Но, в общем, это все в угоду практичности. У, допустим, 171-го, я знаю, болячка постоянно отрывает порог. Передние там фендера все цепляло, здесь все цепляло. Мы как бы это все разобрали. И задний бампер как будто вообще не к месту. По итогу его тоже сняли. Реально как мой GSX, только в Японии. По подвеске я все сделал. Вся основная проблема была именно в настройке. Процентов, наверное, на 30-40 добавилось выворота. Завтра прокатимся, немножко потестим. Предварительно все супер. Решеточку сняли, покрасим в черный цвет, потому что как-то она тут не смотрится. Финишные работы, значит, из моментов, которые мы сейчас устраняем, это все, что может у нас взорваться. Первое, самое главное, на что я сразу обратил внимание, это по задней части автомобиля. Вот тут вот был установлен блочок, вот этот вот. Я его открутил и установил сюда вот наверх. Если вдруг у нас что-то вот сюда прилетает, чтобы, короче, там ничего не сгорело, не взорвалось. Я не знаю, на что эти блочки идут, но лучше будет, если это будет именно вот так. Задница у 171-го крауна — это просто произведение искусства, я считаю. Да, она без бамперов, возможно, не то, но у нас немножко другие цели. Руль поменяли. Руль, кстати, Ваня купил, мы не согласовывая, как так получилось, купил один в один такой же, как у меня в марке стоит. Выкатился, значит, на улицу, чуть-чуть покрутился, все вертится, все вращается, все работает. На перегонных номерах. Сейчас поедем, заправим и будет погрузка. Все, ребята, не теряйте, мы сейчас тут по Таями, одна нога здесь, а одна там. Го-го-го. Ох, вот и тачку помыли. Блин, как она секется просто.
кино у них на заправках показывают. Кстати, что литр бензина в Японии стоит? 178 йен. Сотка, да, где-то? Да. Что тут Ваня все время по встречке ездит, я вообще в шоке. Как ты можешь объяснить вообще Нет. это? Вот это вот. Какая-то привычка у тебя странная. Покажу вам вместительность этого бизнес-седана. 4 колеса в багажнике, огнетушители, инструменты. Задний вот этот отсек, тут 10 колес. Что по стенсу? Все на месте. Значит, тут тоже zip, инструмент, аккумуляторы. Здесь 2 колеса, там тоже куча инструмента. Мы сейчас его погрузим и еще 2 колеса попытаемся сюда засунуть. Там где-то вдали доготавливают эвакуатор. Сейчас мы туда на него будем уже загружаться. Давай, легенда. Давай, легенда. Сука, цепа внизу работает. Охереть. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, она охеренная вообще. Щербаков такой, да, взял? Офигеть. Слушай, как тут двери? Нет, там где веревочка должна быть. Ее нет, вот там будет да? хомутик, но его нет. Да. Я полетел. А ты окошко открой. Добрый вечер! Педальный узел реально туда смещен, и ты так понял, немножко этот со Смущаешься. сколиозом едешь. Я подумал, что 6 часов и мне это снится, но это не сон. Мы в Японии едем на Эбису на буханке. Это единственный автомобиль, который вмещает все наше оборудование, все наши чемоданы. Причем, что это свежая тачка, по-моему, 22 года, что ли. 6 тысяч пробега, ребята. Вчера ее уже ремонтировали. ETC в буханке. Нормально все? Чтобы поставить на учет, они заставили поставить камеру 360. А, Предыдущего нифига. владельца. Офигеть. И вот он ее воткнул, она есть сзади, сбоку. Дверная карта, ребята. Она очень много взглядов собирает в Японии. Японцы просто обожают что-то вот такое. А, не закрылась. Капот открыт. Так он изначально у японца был? Да. Они стоят, да, тут денег? 4 миллиона, по-моему. 4 миллиона йен? Да ну нафиг! Чего? Что самое прикольное, что, короче, вот номера, может показаться, что, блин, капец, крутые номера еще стоят. Они действительно крутые, но в Японии ты можешь выбрать любые номера. Мы выдвигаемся на себя. Вот дверь закрыл. Я не верю своим глазам. Я снова здесь. Сейчас разгружаемся. У нас есть пару часов. Мы сейчас даже поедем, наверное, чуть потестим тачку.
меня просто нет слов, я просто в шоке. Мы на Эбису, алло, на тачке. У нас тут будет неделя дрифта, я вообще в шоке. Куда мы тут попали, куда едем? Так, значит, нам сейчас надо наверх. Потихонечку двигаем наверх. Просто нет слов, эмоции зашкаливают, я просто в шоке. Эбису огромный просто. Нам нужно на скул курс, а это вниз. Возле Минами, по-моему. Сейчас попробуем разобраться. Братья! Салам алейкум! Салам алейкум! Как вы? Наш брат Джимми Оу. I see you like in a random factory putting this fucking thing together. Переводи сразу. Капец. You trying it yet? Yes, yes, Okay. yes. How's it feel? Слушай, что, мы прям с России на нем. Короче, ну чтобы вы понимали, мы тут всей басотой. Значит, братья на двух пачках Вироса, которую вы знаете. Потом про нее отдельно еще расскажу. Вся русская делегация. Тут, значит... Да в коробках где-то должно быть. Ходов сразу на Эбису, сразу на трек, сразу в дрифт. Первые тесты уже на скул-курсе прошли. Вот этот школьный трек, он очень хорош в плане теста. Тут есть и большая дуга. И вот там вот можно маленькую дугу в большом угле проехать. То есть тачку можно прям всю потестить. И если тачка работает по влаге, значит она поедет по любому покрытию. Какая тут нереальная атмосфера. Еще вся банда своя тут. Я уже предвкушаю эти дни дрифта. Вы просто посмотрите, что пацаны тут собрали. Кто помнит, она была полный стоп. А вы еще не настраивали, потому что влага, да? Точно, да. Пацаны за пару недель все собрали, привели в порядок, поставили стелс. И все, тачка будет сил 500 примерно. Первый день подходит к концу. Мы ворвались сюда примерно в 2 часа. Тренировки на Эбису до 4. За 2 часа я уже укатался так. Первые где-то, наверное, полчаса мы настраивали подвесочку. Потом я покатался где-то минут 30-40 на школьной трассе, куда мы сейчас вернулись. И поднялись на Норс-курс, тоже там прокатились. С одним силовиком даже удалось прокатиться, в общем, парно. Пацанов здесь, Макса, Пашка, все работает, все рулится. Здесь, значит, развалился редуктор. Сегодня малышку не настроили. Завтра, наверное, будут уже по-сухому настраивать. Мы тут всей своей басотой в этом прекрасном месте. Едем отдыхать, завтра врываемся уже в плотный движ, где уже будет сухое покрытие, дым, зацеп и все остальное. Кайф, я вообще доволен, капец. Доброе утро. На часах что-то там 7 с копейками. Я жду ребят. Сейчас они приедут, заберут меня. Мы немного разделились на Эбису. В это время достаточно сложно что-то арендовать. Мы живем в 40 минутах от трека. Мы арендовали
на банду вот такой вот дом, чисто в японском стиле. Я его еще днем не видел, мы сюда ночью заселялись. Как будто нас поселили в лесу Аокигахара. Аокигахара, на минуточку, это лес самоубийц в Японии. Сегодня заряжены на движуху. Вот они, наши братья. Ну что вы, бродяги? Доброе утро. Заряжены? Красиво, да? Нереально. Тут не хватает, значит, скайлайнов с доджами. И семьи. И семьи вот там. Ванё, как ты? Нормально. Выспался? Нет. Самое неприкольное, что мы на севере, и чем ближе к Эбису подъезжали вчера, тем было все холоднее и холоднее, и даже местами застали снег. Но на фоне той же Таямы, Осаки, конечно, тут прям неприятно холодно. У нас тут, значит, под этим навесиком запасные колеса лежат. No worries. Oh, you the fucking man. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. You do fucking great videos. Thank you. You guys are- video also great. Your charger so cool. Are you guys from Russia? Yes, yes. My dream is to come to Russia. Ah, Yeah, oh, my- Where are you from? Brazil. Nice. You guys are fucking crazy, man. Fucking crazy. Thank you. Very nice. Yeah, your car. Cheers. Yeah. Chrome. Blue Let's one. do some tandems. Yes, yes. Let's crack some dollars. Great driving, great video. Thank you. Fucking safe. Вот теперь со спокойной душой, с чистой попой можно ехать заниматься дрифтингом. Моечки тут тоже есть, получается, там, где зоопарк, вот на этой зоне. Ребята, вы что, реально в буханку сели, что ли? Перепутал, да? Газ. Все, поехали на школьную трассу. От греха подальше. Устранили по одной простой причине. Стопы, по-моему, 50 тысяч йен, фары 100 тысяч йен. Но будет очень неприятно как-нибудь по-дебильному где-нибудь клюнуть, или кто-нибудь в тебя въедет и все разобьется. Поэтому все сняли. Теперь это точно мой GTX 100. Первые тесты по сухому прошли. Я в шоке. В шоке от того, что я давно не ездил на такой крутой тачке. В плане того, что это сток, быстрый спул. Это не 30-ка, как у меня. Я так кайфую. Машина контролится на каждом сантиметре движения просто. Можно подъезжать к стенке аккуратненько. Все сделано. Теперь можно потихонечку прикатываться к более сильным трассам. Боже, еще пацаны должны приехать. Наконец, наверное, настроят уже малышку. Мы с Серегой покатаемся парно. Надеюсь, все будет супер. Мы сейчас едем заправляться. Потом у нас пару часов съемок для канала моих друзей. Буду учить Ванька дрифтить на ракете. И после, наверное, обеда уже что-нибудь выберем и будем потихонечку кататься. На самом Эбису несколько заправочных станций. Один находится на Хигаши, другой на Ниши. Хигаши вот это вот скоростная трасса, а Ниши это там, где будут проходить соревнования. Вот как раз я сейчас к ней подъезжаю. Вот он Ниши, и заправочная станция у нас где-то тут была. Сейчас мы тут зальем бенза и поедем. 1 литр 210 йен. Нас заправили. Чуть-чуть дороже тут бензин стоит на самом Эбису. Не так критично, зато никуда ездить не нужно. Сейчас едем на тренировочную трассу, покажу, как она выглядит. Вообще прикольно будет, я сейчас, наверное, даже постараюсь показать каждую из трасс. И вот реально мы начнем с самой первой, самой простой, которую поливают. Сейчас я до нее доеду. Вон они, заработали форсуночки. Просто искусственный дождь. Как он быстро залил всю трассу. В моем понимании, если хочется научиться, нужно начинать с зимы, либо с влаги. Дрифт медленный, ты понимаешь, что нужно нажимать. Максимально кайфовое решение. Вся тачка мокрая. Мы потренировались. Счастливые.
Все, едем теперь на такой же участок трассы, но сухой. Он там чуть подальше, внизу. Мы поснимали, потренировались. Сейчас поедем на Норс-курс. Резины у нас есть еще, наверное, на 2-3 проезда. Потом там уже ее по месту махнем. Резкий такой подъем на Норс-курс. Это первый, и там еще есть второй. И вот тут вот по правой стороне парковка захороненных боевиков. Очень прикольно, там есть некоторые стволы, которые, наверное, годами там, о них вообще, наверное, забыли. Впервые поеду на Норс-курсе по сухому. Скорость там, конечно, дикая. Так, вот мы приехали, тут у нас, значит, нас встречает вот такой светофор, тоже все по уму сделано, потому что мы сейчас будем заезжать в тоннель, там как бы может быть встречное движение. Значит, вот у нас еще 40 секунд, сейчас дождемся и будем заезжать. Заедем в тоннель, после чего выйдем уже на сам трек. Светофорчик для нас загорелся. Можно ехать. Такой тоннель узкий. Офига тут народу, офигеть. Капец, все тут просто, ну куда все подевались? Зацепа вообще нет, понял? А она все равно останавливается. Если мы сейчас новую резину поставим, этот трек, он просто нереален. Вот это вот разгон под третью, перекладка под стеночку, постановка в большой угол, ну просто вообще. Сейчас мы переобуемся, поставим более зацепистую резину и попробую еще раз проехать. Подошел к концу полноценный первый день. Вспоминаю себя, я на Змеинке порой приезжаю, часик-полтора покатался, мне хватает, и я сразу домой. А тут просто я хочу кататься еще, прямо вот до последнего, до вот моргания вот этой вот фигни. Краун целый, все хорошо. На самом деле, когда тачка контролируется и едет, сложно ее сломать. По поводу вот этой резины Кенды, у нее держак есть. Она нескончаемая. Больше ничего не нужно для резины. Очень крутая. Причем, что на крауне развала где-то градуса 3-4 на жопе. У нее вся жопа стоковая. Но при всем при этом зацепа хватает. И резина стирается, ну, она, понятно, неравномерно. Я вот на этом покатал 2,5 часа. Нереально круто. Вот такой вот закат. Закаты тут очень ранние. Сейчас на часах 4:10 и уже темнеет. Через полчаса тут будет прям вообще темень. Завтра будет еще больше народа. Сегодня я здесь хотел больше покататься. Сюда мы еще вернемся. Будет субботний день, где дрифт на этой площадке будет с самого утра и до самого вечера. Какой вечер? До ночи, до 12 ночи здесь будет дрифт. Поэтому сюда мы еще вернемся, но чуть попозже. Я хочу покататься по другим трекам. Нереально круто. Моя цель еще покататься здесь парно. Сейчас я пока прикатываюсь, тачку настраиваю. Сильно не лезу во всю эту парную движуху, потому что надо постараться все с головой сделать, иначе можно просто по-тупому машину разложить и, ну, как бы остаться без дрифта. Поэтому все аккуратненько, постепенно, без фанатизма, поэтому и тачка как бы пока целая. И я надеюсь, останется целая, не сильно хочу ее бить, мне аж очень нравится она. Как говорится, распаковка. Значит, черный чай с лимоном, он
горячий. Это стопроцентная рекомендация. Заварнушечки, но без них не обходится ни один день. Я не знаю, как это сделано. Вот там просто идеально сварен желток. Ну, я просто такое люблю. И он еще и соленый уже сразу. Почистили, съели. Ну, блин, это очень вкусно. Просто лютый разрыв. Ну, это я вам уже показывал ранее. Онигири, креветка с майонезом. Самый мой любимый онигири. Он самый вкусный. Я его постоянно беру. Поэтому я взял не один. Мне вообще тут все попарно выдают. Я вообще не понимаю. Получается, еще один онигири подкинули сегодня каким-то образом. Ну ладно, разберемся с ним тоже. Витаминка. Без витаминок у нас также не обходится ни один день. Дрифт забирает очень много витаминов, поэтому их нужно пополнять. Ну это только на первое. Это только на завтрак. Вот, сейчас, короче, завтракаем и потихонечку улетаем. Вы просто зацените, с каким видом мы тут завтракаем. Просто вот эти горы, вот эти виды. Вот туда посмотрите. В смысле, тут вот куда ни сними, куда ни посмотри, просто все такое красивое. Я просто в шоке. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Что вы тут устроили? Нас? Доброе утро. Нам надо чуть-чуть сейчас тут навести марафет. И можно потихонечку выдвигаться. Максим, ну что ты? Я даже форму одел специально. 110-ик или фашка? Не, ну если бы 110 был бы как новенький, 2014 года, спору нет, 110, но вот эта песня просто. Давай. Она, ты посмотри, она вся новенькая. Да. Реально, в смысле, мы как будто в гражданской тачке едем. Да, так мы на ней можем Поехали в обратно на базу. Чуть побольше выворота. В смысле, на ней так можно, пацаны, едет. Охереть. Она и на третий поедет. Так я не давлю толком, я не клочу. Слушай, как тут комфортно. Ничего не гудит, не воняет. Ой, ебать, брат. Ну хорошо. Не хватает тут выворота. Чуть-чуть не единственная хватает, проблема. чувствуется, да. Видимо, поэтому у тебя все- нет, понял, сейф-зоны, Да, скажем да, так. да, То есть ты запаса едешь, нет. да. И если тебя чуть переуглило, то ты, Да, блин, да. ничего не сделаешь с этим. Я тут сейчас картошку морковку посажу. А в Японии что, дорого, дружище? В Японии, блин, вообще капец дорого. Махнули резину на новую 235-ю, пришлось накинуть проставку, потому что колесо без вылета. Сзади остаток после вчерашней 2-часовой, даже почти 3-часовой езды на Норс-курсе. Ну, где-то, наверное, еще процентов 30-40. Все, у нас запуск. И едем прогреваться и кататься дальше. Эбисо огромный комплекс, на котором куча вообще дрифт-станций. Я хочу максимально зацепить и показать вообще все, что здесь есть. У нас не так много времени. Когда ты приезжаешь на один из треков, хочется кататься, и ты не замечаешь, как пролетают эти 2-3 часа. Если оставаться там час на одной локации, час на другой, будет немножко не то. Хочется вкатываться, и ты все больше и больше на ней ездишь. Поэтому я решил, что не спеша, размеренно буду останавливаться на каждой локации, наверное, вот каждый день. Сколько успею, столько и покажу. По предварительным подсчетам все должны успеть. Немного цепляет. Сейчас мы подрегулируем этот момент. У нас смысл, поэтому все можно регулировать. Сегодня очень хотел съездить на Хигаши, он закрыт. Съездим чуть попозже. Ну и по сути дела выбор невелик. На нише мы еще накатаемся в день соревнований. Ну и такой самый техничный, самый прикольный все-таки Норс-курс, поэтому я сюда приехал. В надежде кого-то выцепить, покататься парно. И вроде как даже выцепил. Он стоит, значит, креста. Сота, сейчас подойду. Паренек достаточно широко, круто едет. И в целом по тачке можно понять, что у него ствол боевой. Рабочая попка у него. Все, он весь такой боевой, сразу видно, что паренек катается достаточно качественно. Автомобиль эксплуатируется по полной.
Все круто. Сейчас вот поедем с ним парно. Паренек боевик. Сука, у него бензина нет. Аккуратно. Говорит, 3-4 заезда сделаем. Да. Go, go, go. They freak, you sweat the technique. I made my debut in '86 with a melody in a president's mix, and I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits, beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I go for keeps when they sweat the technique. Don't sweat the technique. Know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context, philosophers are wondering what's next. Pieces took the lab to observe them, they couldn't absorb them, they didn't. Наконец сделал пару жирных, плотных парных проездов. Очень уж долго ждал я этого. В общем-то, ребята, которых я в тот раз видел, я запомнил, кто хорошо едет. У них самые жесткие тачки, самые разбитые. И вот в целом-то с ними удались самые такие вот приятные парные заезды. Они едут достаточно открыто. Тачка у нас все еще целая, даже несмотря на то, что уже был парный близкий дрифт. Сейчас попробуем. У нас осталось полчаса ворваться на ниши курс. Мы хотим туда сейчас приехать. Пока у нас немножко времени есть, может пару заездов удастся сделать. Хочется немножко там покататься, потому что я уже тут укатался весь. Прокатился пару раз, и мы разулись. Я на Норс-курсе спускал колеса до критического давления. Колесо очень широкое, резина узкая, поэтому как бы оно не сдюжило. Этот трек меня цепляет лишь вот этими видами одними. Я на нем не катался вообще ни разу. На пассажирском сиденье пару раз в ту поездку прокатился. Не сильно много скорости, но вот эти перепады, когда ты вылетаешь с горочки, вот этот перепад, он вообще нереально ощущается. Соревнования, в которых принимают участие только гайжины, будут проходить на этом треке. И по вот этой конфигурации, сверху вниз. Максим, это твой любимый трек? Один из. Если попадешь ко мне в парный заезд за соревнованиях, я тебе машину сломаю. Бля, кстати, я планировал сейчас, чтобы ты мне хотя бы причесал ее. Ты понял, чтобы она хоть на машину стала похожа? Да, она на самом деле красиво выглядит. Да не, она слишком целая. Ты понял, не могут со мной кататься, они думают, куда я вообще приехал. А, да? Ты после той поездки долго не хотел дрифтить? О, такие, послевкусия не очень было. Где ты еще можешь поехать там плюс-минус на сток тачки рядом бок о бок с, там, допустим, с Адамом ЛЗ? Да. Человек, который там, ну вот, там на последних этапах Формулы Дрифт там Дина на объезжал. подиумы, да, заезжал, ну, да. типа, вообще. Да не, прикольно, к тебе тут подходит, помню, тот же Джимми Оукс такой, здорово, кого, что за тачка у тебя туда-сюда. Атмосфера дикая. А еще самое жесткое, знаешь что? Это вот эти виды вокруг. Ты понял? Каждый раз с трассы на трассу едешь, думаешь, да ну нахер, очень Там жестко. снег, тут травка зеленая. Да. Паренек с Польши, он нам в тот раз помогал на Веросе коробку менять, капец. Как мы в тот раз проросли, мы без него вообще не справились. Капец. За буханку знает. Да, нормально. Нормально. А то буханка ваша? Да. Приехали? Мы приехали, стоим мы на ней. Но не из России. Не из России, да. 4 миллион йен. А 4 million yen. О, курва, In Russia 500 йен. Максимум. А откуда ты знаешь про буханку? За России. А, из России? Я посмотри на видео российские. Нифига. Еще один прекрасный день дрифта позади. Едем отдыхать. Отдохнуть нам точно надо, потому что за 3 дня дрифта, честно говоря, я прям уже подушатался. Впереди его будет еще больше, потому что там начинается все самое интересное. Завтра еще один тренировочный день такой, просто лайтовый. Пятница у нас соревнования, суббота, воскресенье будет вся движуха, связанная с Мацури. Все супер круто.
Тачка себя ведет изумительно, никаких вопросов нет. Влад, наш брат, уже сегодня стену на Норс-курсе проверил, значит. Задняя часть этого автомобиля, ну, можно сказать, отсутствует. И он даже колесом, сука, достал до стены. Я вообще в шоке. Смотрите, как подвеска тут выжила, это просто капец. Самое жесткое, что сработали подушки. Это просто трэш. Но они их туда уже обратно заправили, это жестко. Да ну нахер! Охереть. Какие-то кишки повылазили, это что-то капец какой-то. Помоги вытащить, пожалуйста. Большую ошибку они сделали, дав мне этот пульт снова в руки. Он опять завис и выдает нам просто все меню. Че, ребята, готовы? Пуговица верхняя расстегнута у тебя там? Расстегивай. Японцы в шоке, угорают. Это мега-сайз. Это что, XXL? Да. Ёпта, я это до утра буду пить. Тим, вытащи палочки, нам надо что-то съесть, чтобы какой-то этаж сложить, типа. Я не знаю, что-то надо попробовать с этим сделать. Дед до сих пор в шоке. Говорит, куда я попал? Вы что, угораете? Я, говорит, 100 лет живу. За Эббис уже всю историю, эту, за синюю историю. Ну, пожалуй, такой день сурка мне по душе. Каждый день одно и то же, и каждый день какое-то невероятное счастье. С утра покушали вкусно, дальше дрифт, вечером снова вкусно кушаем. В закромах была резина, сейчас мы ее забираем, грузимся в ракету и потихонечку едем. Сегодня попробуем переобуться. Самая, наверное, большая проблема здесь — это переобувка. Переобувать приходится все самому, а у нас как бы особо много опыта в этом нет. Вот у нас сколько тут резины. Еще вот это надо все переобуть, потому что впереди жаркие дни дрифта. Что-то случилось с этим автомобилем? Да что-то дверь не открывается. А до этого они открывались как бы, ну, я так все изумительно, да, как бы? Че, вам чинить будешь? Все, починил. Да? Да надо хорошо выругаться, и она работает. Это же русская машина. Это подходит этому. Мне нужен русский подход. Возле Тоги Курск пока стоим, но пока к нему еще не притрагивались. Тут вот такие вот стволы всякие разные. Мы по душу шиномонтажки. Тут, значит, все нужно делать самому. Сейчас мы попытаемся поменять колеса. Я это делал несколько раз в своей жизни. Вот такой вот у них тут шиномонтажный станок. С 8:30 до 5 все работает. Компрессор, свет. Посмотрите, просто какой вид открывается на мой любимый трек. Это Хигаши, ребята. А вон там можно увидеть вдали пыль. Это пыль на Минами. Кто-то там на Минами тоже катается. Блин, ну просто нереально вообще. Какие тут виды. В общем, сейчас мы идем на Тогу Курск, который находится тут. Потом чуть попозже поедем сюда. Ну, наверное, на сегодня вот так вот закончим. Народ там уже вовсю едет на Хигаши. Капец, я так хочу сюда приехать уже побыстрее. На этот Хигаши так раздать. Воспоминания лютые с той поездки, когда я тут на Веросе катался. Все, сейчас разберемся с резиной и потихонечку поедем. Любишь кататься, люби саночки возить, как говорится. В таких условиях не только дрифтить научишься, но и переобуваться. God's work hurts to see it glow, cause her body propose secrets untold, value like platinum and gold, but she is the key to open my mind and see the energy that radiates from the gates of heavenly bliss. I reminisce over touching a kiss while you fucking the bitch. I know to make none of my miss. Never scandalous, it's unanimous. After you were handling lights off and candlelit rooms are glamorous. So I call you love sexual, you look edible. Parallel, snuggle up, close, intellectual, and ironic. Такие ситуации реально воспитывают тебя. Ты реально вот пытаешься адаптироваться, понять, как это все работает. И хочешь не хочешь, все равно этому научишься.
Покажу вам пару стволов. Элита Эбису. Это просто вот сколько стоит тут, я даже не знаю. Посмотрите. Вчера я сфотографировал подобный, ну и выложил в соцсети. И мне тип написал, что с 19 года машина не ездила. Стволов тут очень много. Вот эта парковка прям такая большая. И она, я так понял, вся принадлежит клиентам вот этих ребят. Супра тут такая стоит, приуныла. Не знаю, что с ней. Колеса в разные стороны. Что-то походу куда-то на ней дали. Но вот тут чем ближе к их ателье, тем больше машин таких более выглядящих, как будто на них все-таки ездят. Вот чатик красивый, капец, такой весь собранный, прям вид имеет. Машины, я не знаю, ну тут просто глаза разбегаются, куда ни подойдешь. Тут что-то у Ниссанчика случилось интересное. Слушай, просто нереально, офигеть. Там есть, получается, короткая и длинная часть. Мы поехали по длинной. Работа педалью газа и педалью сцепления там просто колоссальная. Я проехал 2 круга, у меня забились ноги так, что просто капец. Единственное, у меня ручник не очень хорошо работает. Будем смотреть его, что там какая-то проблема есть, надо будет разбираться. Тут перепады, на самом-то деле их не передать, но перепады дикие. Здесь мы едем в подъем, потом вот к этой стеночке подъезжаем уже на спуске. И когда ты едешь на спуске, тебе нужна как бы работа ручником, чтобы немножко гасить скорость, потому что тачка ускоряется с дикой силой. Когда тут начинаешь ручниковать, он уже перестает работать, и поэтому к стеночке нормально тяжело подъехать. Блин, просто сказка, нереально круто, мне очень понравилось. На самом деле вообще ошибаться нельзя. В том году ребята из Монголии тут перевернули 90-ик, очень жестко. Единственное, что трассы просто не знаю, я ехал вслепую, поэтому очень много ручника, очень много сейва. Если бы я ее знал, я думаю, я бы поувереннее ехал. План у нас немножко поменялся. Я решил не рисковать и не ехать на Хигаши с таким ручником, потому что там такой трек, он как бы требователен к работе машины. Завтра с утра должны привезти нам зип. Ребята с Акибона уже там суетятся. Задние ступицы, трасса ручника. С самого раннего утра будем пытаться что-то собрать, решить. Ну и уже с этой всей историей поедем в соревнования. Возможно, итогу курс вот ручник окончательно мне и закончил. Еще один прекрасный день позади. Тачка у нас тут стоит, отдыхает. Припарковались вот возле зоопарка. У нас еще есть вот такое заведение. К сожалению, на покушать оно уже закрыто, но там есть один очень интересный отдел.
Сейчас я в него зайду, и мы с вами что-нибудь выберем. Ну как, выберу я, а получит кто-то из вас. Здесь разный мерч. Одно из самых прикольных и необычных — это вот такая вот баночка. Это баночка с кусочками асфальта с минами. То есть сейчас-то минами уже нет, там раллийная трасса, а когда-то там был асфальт. Одну такую баночку возьму, кто-то из вас получит. Ну и сейчас в целом похожу, посмотрю, может быть, пару футболочек возьму, какие-нибудь флаги наберу и покажу, что взял. Вот в таком пакете. Вот такая красота. Так что у нас будет 3 призовых места. Я решил разделить, значит, следующим образом. Вот эта вот баночка, это будет у нас первое место. Ну и плюс, конечно же, наклеечка. За второе место у нас будет вот такая вот футболка Эбису. У нее на обратной стороне, вот здесь вот на спине, все трассы Эбису с рисунками и с надписями. Очень прикольная футболка. Из всех мне больше всего понравилась. За второе место будет она с наклеечкой. И за третье место будет вот такой вот флаг Эбису. Он там висит, прикольный. И, соответственно, тоже наклейка. Значит, будет 3 места. Все условия будут в описании к ролику, либо где-то в прикрепленном комментарии. Поэтому обязательно участвуйте. У каждого есть шанс. Очень прикольно, что у них тут есть мерч, потому что, ну, по сути дела, приехав сюда, хочется частичку чего-то вот такого увезти с собой. Объяснить можешь, что происходит? У нас вчера были проблемы с задними ступицами. Ага. Решение с ручником проблемы было представлено в виде машины. Слушай, сильно. Сегодня день G1 GP, соревновательный день. Вчера были моменты по крауну, я о них рассказывал. Если эта машина больше подойдет под сегодняшние задачи, мы поедем на ней. Датчики дрифтовали, то есть он просто так в таком состоянии быть не может. Погнали! Я, честно говоря, не знаю, чего ожидать от этой тачки. Мы с крауном, можно сказать, 2 дня работали. Но радует, как будто на ней действительно дрифтили. Каркас тут как бы есть. Интересная история. Что, на валах? Я не знаю, почему он так работает. Он не на валах, он на SR, братан. Он выглядит как типичный Nissan, чё. Слушай, я на нем думаю поехать, смотрел. Дурак. На самом-то деле я предварительно так посмотрел, вывернули руль, тут все цепляет, это все чревато не очень хорошими последствиями, поэтому машину мы оставим, у нас будет время ей позаниматься и покататься на Мацуре. Конечно же, пацаны нас не оставили без запчастей, привезли нам 2 задние ступицы, сейчас поедем, поменяем колодки, там всю эту систему, и должно, по идее, все заработать. Прекрасный, солнечный, соревновательный день, 80 участников, я думаю, что нам пройти квалификацию будет большое счастье. Тут получается топ-32, 48 человек поедут спать. Ну как спать? Тут на самом деле, помимо того, что проходят соревнования на других треках, можно ехать кататься спокойно. Весь техпарк забит. Хорошо, пацаны приехали раньше, заняли место. Все, сейчас мы будем заниматься уже потихонечку ручником и поедем на тренировку. Брат, ну я ничего не знаю, что бы я без себя делал. Извини, что снимаю, но а что поделать? Там идет брифинг. Все нахрен повылетало, колодки Project Move почти в ноль стерлись. Что сказал Нурияра при виде буханки? Crazy car. Нет, он сказал, ой, блядь. У нас все готово. Блин, благодаря Игорехе поставили колодки. Нам выдали номерки и всю фигню по конфигурации. Вот здесь постановка, перекладка, широкая дуга. И здесь заканчиваем дрифт. Максимальное количество баллов, которые можно получить, 80. Отличительная черта этих соревнований в том, что если ты проехал вот это вот все собрал, допустим, и вот тут развернулся, тебе все равно дадут баллов. Все, что ты тут собрал, тебе дадут. То есть, по сути, можно собрать 30-40 баллов. Но я думаю, что к валу ты не пройдешь. Заливали, там все нормально. Мы прокатились тренировку, к нам подходят, говорят, вы что, угораете, друзья, у вас каркасов нет, вы никуда не поедете. Мы всей басотой накинулись на этот X, ремонтируем его, собираем, сейчас поеду на нем к валу. Я вообще в шоке, я не знаю, куда я на нем поеду, куда он вообще едет, я на нем ни разу не ездил, сейчас будем пробовать.
Насколько? Не, вот смотри, что 19? Еще чуть выше надо, как будто бы отпереть. Забрайте самолет, пожалуйста. У меня нету буста из-за того, что все газы... Но буста нет, но он едет. Ну понятно, тут, мне кажется, валы у Так как он должен ехать. А, он должен сильнее. Я просто понял, турбина не раздувается. Мика приехал с ходов, обнаружил проблему. Но на самом-то деле я не особо ощутил, тачка вроде едет. По сути дела у нас особо выбора нет. Одна тачка на всю нашу русскую делегацию. Пацаны с Акибона как чувствовали, что нужна тачка на каркасе. И привезли ее каким-то волшебным образом к сегодняшнему дню. Все, мы заряжены, сейчас доделываем мелочи. У меня уже скоро группа уезжает на Квалу. Только полгода назад я стоял и наблюдал, как ребята тут едут. И сейчас я стою на старте перед квалификацией. Это просто капец. Ой, Ваня, у меня такой мандраж, ты просто не представляешь. Я давно не сидел в руле перед соревнованиями. Такого не бывает, что можно приехать и спонтанно что-то выиграть и куда-то заехать. Ну, тачка дикая, прикольная, очень приятно на ней ехать. Ну, Краун роднее, я просто на нем капец прикатался. Если бы я на нем ехал, я бы сильно лучше Квалу проехал. Что самое интересное, что мы с самого утра с Игорехой меняли колодки ручника, и ручник теперь там работает просто изумительно. Завтра, послезавтра Мацури, я думаю, что мы просто так погазуем на этом Крауне. Вывесили, значит, результаты. Конечно же, Квалу мы не прошли. Я не расстроен, потому что, ну, как бы вся такая спонтанная история. Я просто не угадал по редукции. Блин, за 2 заезда квалификационных это невозможно сделать. Надо тренироваться. Самое интересное начинается. Соревнования-то тут дальше сейчас будут проходить. Особо тут ловить нечего. Сейчас мы всей бандой поедем на мой самый любимый трек Хигаши. Народ там вроде катается, но сейчас мы подсоберемся и поедем туда. Конечно, буду кататься на малышке. Тут заезд на Хигаши тоже через тоннель. Она еще уже, чем на Норс-курсе. Наконец-то мы сюда доехали. Сейчас я вам вкратце расскажу про этот трек, про мой любимый трек. Самый основной момент вот в этой стене. Значит, вот она стена, вот там разгон, здесь перекладка, фух, туда. И вот здесь вот, получается, ты ставишься уже в подъем. Тут просто дикая скорость развивается. Вот здесь возле стены можно очень люто пролетать.
этого никогда в жизни не происходило. Чтоб у меня сломалась коробка, срезала третью передачу. В смысле, там стрельнуло так, что просто капец. Я охренел, честно. Изначально какой-то странный звук шел из коробки. У меня тоже нет обшивки в марке. Я когда езжу, у меня не шумит. Очень жаль, потому что сегодня, по сути дела, день G1 GP, а завтра и послезавтра уже самые основные дни Мацури, где мы хотели прям во всю дыру кататься, кайфовать. И, по сути дела, как будто остались без машины. Но пацаны привезли еще ж помимо Крауна SX, у которого есть ряд проблем, но в целом на нем порулить, покататься можно. Сейчас аккуратненько довезем Краун, поставим где-нибудь, припаркуем и попробуем довести до ума SX. Дикий трек, дикие эмоции. Вот этот разгон нереальный, около 150 перед постановкой. Но суть в том, что после клатча, когда ты летишь уже в дрифте, она еще больше ускоряется, потому что ты уже с горки вниз летишь. То есть вот это все уклон вниз. На самом деле я счастлив, что это произошло именно сейчас, а не когда-нибудь там в первый день или где-то еще, потому что за эти 4 дня, 4 дня дрифта я укатался уже просто капец. Типа это не говорит о том, что я хочу завершить. Я готов кататься и кататься, мне очень нравится. Более того, все братья здесь, ну просто я так счастлив. Вся банда тут. Миха приехал, он был в Австралии. Наш брат Саня тут, все здесь. Вот такое у меня лицо было, когда я услышал звук коробки. У нас тут мясорубка. Это Герсет. Герсет, да. Спасибо, Хигаша, за теплый прием. Вернемся сюда в следующий раз, когда тачка уже будет целая. Первый день Мацури. Первый и самый главный, и самый сильный день Мацури. Время 9 часов, мы сюда приехали, а тут уже просто вак-канале. Даже на скул-курсе, где обычно мало кто обитает, тут просто даже протиснуться некуда. Еще у меня есть отличные новости. Вчера, когда у нас произошел фейл с коробкой, Ванек сразу же написал ребятам в Акибона, и через пару часов была куплена коробка. Она еще и новая. Пацаны с Акибона уже приехали на сегодняшнее Мацури, чтобы посмотреть движуху, но получилось так, что придется сегодня немножко поработать перед движухой. Они уже без ключей вскрыли этот краун, подняли его на козлах, почти уже сняли коробку. Здесь просто капец, они просто боевики, я в шоке. Они вообще заряжены жестко. Я уж теперь заряжен еще сильнее, поэтому сейчас доделываем тачку и мчим по всем трекам раздавать со всей силы. Вы просто посмотрите на эту красоту. Новая! Мне кажется, мы сегодня просто тут оглохнем. До этого дни дрифта тут было максимально некомфортно от всех этих шумов. Но сегодня этот дрифт будет до 12 ночи. Уже круг сомкнулся, куда они все едут. Очень жестко. Надо доделать коробку и вписываться уже вот в эту банду всю. Я тут спрятался, потому что просто все орет. Пару слов даже сказать не могу, я уже сорвал голос. Я вообще не представляю, что на других треках сейчас творится. На самом деле, можно бы было поехать на SX, но машина не так хорошо едет, как хотелось бы. На ней можно покрутить педали, покататься на второй передаче, но тут в основном треки под третью передачу, под хорошие разгоны. Я думаю, что до этого было видно, на каких треках мы катались и с какой скоростью мы туда вылетали. Сегодня у нас весь день дрифта, до 12 ночи. Мы будем кататься, некоторые треки открыты до 12, некоторые закроются чуть раньше, потому что там не освещается. Мертвый пациент, живой пациент. Сейчас там происходит подгонка тоннелей под коробку. Проблема крауна в том, что в нем с завода никогда не стояла коробка. Она еле вышла просто. И чтобы она залезла вот в таких полевых условиях, надо очень хорошо доработать тоннель. Мы покатаемся на SX, на скул-курсе тут. Народу как раз поменьше стало.
Видимо, еще часа нет, а у нас тачка уже почти готова, это вообще сильно. Нас ждет 11 часов беспрерывного дрифта. Что сразу могу подметить, тот самый шум, который был в той коробке, полностью пропал. Все круто. О, колесо отлетело. Только в такие моменты тут тишина, пока все убирают. Сейчас помчим на Минами. Видать, то, что вчера весь день там катались, там прям покрытие асфальта. Хочется просто приехать и прикоснуться немножко, попытаться что-нибудь сделать. Честно говоря, вообще не понимаю, что из этого выйдет. Приедем сейчас, глянем, очень интересно. Сейчас доедем, залезем на крышу и поснимаем там сверху, как ребята долбят. Минами жив. Слушай, они пробурили до асфальта. Песочек есть вот тут. А там уже все асфальт. Вот если на постановке вот сюда слететь, я думаю, что все, это будет фатально. То есть тут уже тачку не отловить. А вот тут, чтобы вы понимали, просто стена. Мне кажется, попробовать стоит, но аккуратно. Такая история, конечно. Вообще не видно вот этого перепада. Тачка прям отрывается там. Вот он, вот он, вот он, вот он. Он дал в стену! Вот сотик. О, стороной вот это и дал, что ли, капец. Я считаю, что это филигранно. Первый контакт и первый контакт на Минами. Я просто вообще в шоке. На самом деле подснесло немножко. Я разогнался, поставился пошире, чтобы протянуть всю дугу и немножко, короче, подзадел. Валентин! Подвеска мягкая, ты прыгнул, газ нажал и просто... Ну как Мне что-то нужно говорить вообще после всего этого? В смысле? Да ну нахер. Я сюда просто приехал прокатиться на прямых колесах, посмотреть трассу, прикоснуться к этому. Ну я вообще ожидать не мог, что я здесь поеду. И более того, у меня здесь получится проехать. Я просто раньше смотрел, тут пацаны на сток-туриках едут, и у них вот этот прыжок, он как будто не получается. То есть он не идет. То есть они просто так скатываются и проезжают. Пацаны просто не нажимали газ, ребята. Вот там, когда едешь, вот эту часть трассы абсолютно не видно. И получается так, что ты летишь слепую вот оттуда. Но в тот момент, когда ты вот здесь спрыгиваешь вот сюда, в смысле происходит просто что-то нереальное. Если бы я жил в Японии, и у меня бы была возможность приезжать сюда на Эбису кататься, я бы, наверное, не вынимая катался на Минами. Машина прям страдает. Каждый прыжок, она прям под сраку туда получает. Не хочется машину уничтожать тут. Ну, типа, прокатились для галочки. Все, этого достаточно. Мне более чем достаточно. У меня просто нет слов, реально. Я за последние там 5 дней вот эти, 5-6 дней, сегодня вот день Мацури, я уже получил столько эмоций, и мне кажется, мне хватит на год вперед. Поедем сейчас чуть-чуть отдохнем, мне нужно чуть подышать, у меня у самого давление скакануло, я пойми куда. И поедем, наверное, на Хигаши.
ночной Хигаши еще более устрашающий. На самом деле, наверное, страшно только потому, что я не вижу, куда ехать. Я без фар, без стопов. Мы сейчас с пацанами подкинем фары. Пару ламп есть на разгоне и на постановке, а там по трассе, ну, практически все темно. До постановки 150 плюс, как бы трэш полный. Ехать тут без освещения, ну, очень жестко. Мы сейчас подкинем и еще пару раз прокатимся и, наверное, поедем на Норскурс. Ну, тут просто куча, просто все в тачке. Команда, команда! Команда Акибона на выезде! Очередь на Норскурс. Там получается самая жара вот в ночь, и поэтому все едут туда. Чтобы подрифтить в пробке я, конечно, еще не стоял. Покатались на Хигаши, честно, уже подустал просто. Поэтому мы приехали на Норскурс, где, наверное, потихонечку будем завершать сегодняшний день. О, посмотри ствол, кстати. Как я люблю. Ничего нет просто. Круто. Вакханалия тут лютейшая просто народу. Вот все, кто сегодня были на Мацури, наверное, все тут на трек пускают определенное количество автомобилей, потому что круг, когда замыкается, тут начинается полный трэш. Честно сказать, я не любитель езды вот так вот в паровозиках, потому что, как правило, это не заканчивается ничем хорошим. Хочу в эту мясорубку залазить, это просто капец, меня там сейчас уничтожат, распечатают прям там. Слушайте, тут если кого-то одного развернет, дай бог, чтоб не меня, тут просто капец, вообще шоколад будет полный. Из-за того, что очень много людей на трассе, все катаются по-разному, каждый круг что-то случается, точнее через круг. То есть раз вроде нормально, раз какая-то суета. Но на самом деле есть вайп в этой движухе, очень лютый. Время 11 часов, я убежал с Норскурса, прибежал обратно сюда на Скул-курс, где у нас все наши тачки стоят. А даже здесь сейчас еще дрифт продолжается, народ катается. У меня просто нет слов и, честно говоря, уже нет сил. Просто хочется пойти домой отдохнуть, переспать с этими всеми эмоциями. То, что я получил за сегодняшний день и за все те дни, которые я здесь, это, конечно, что-то на невероятном. Это еще не все. Это был лишь первый день Мацури. Завтра еще второй день. Он, конечно, будет не такой легендарный в плане того, что он не до вечера. Мы еще покатаемся. Сегодняшними нами я буду вспоминать этот день, наверное, всю свою жизнь. Это просто что-то вообще нереальное. Честно говоря, я бы еще катался, у меня просто бенз начал отливать и ехать заправляться. В смысле, там 11 часов, до сих пор очередь на заезд на Норскурс. Это просто капец. В смысле, эта атмосфера, я не знаю, с чем ее сравнить.
Выдвинулись всей бандой, идем в лес. Нас дрифт задолбал, идем подальше от него. На самом-то деле, есть вот один паренек, Нарияра. У него мы увидели новость. Нарияра это тот самый, который No roll catch. Осторожно! Короче, где-то он тут запостил. Есть Супра на Минаме, которая слетела с трека и застряла где-то в текстурах. Да ну нахер. А как туда вообще попасть? Очень далеко слетел. Слышь, сколько он летел тут? Сейчас я попытаюсь к нему добраться. Она туда слетела. Паренек решил ее не доставать. Он просто ее разобрал и оставил кузов там. Минами вон там. А Супра, чтобы вы понимали, вот это вот все. И она аж вот там где-то в глубине. Отсюда, наверное, даже и не увидеть. Сейчас мы попытаемся обойти, потому что что-то тут пройти достаточно сложно. Капец какой-то. Какие походы! Чтобы в ковше дальше сидел. Офигеть. Слушай, ну сильно, да, выглядит? На самом деле он выглядит лучше многих машин, которые там катаются. Слышь, капец просто, он врос в землю. Что по салону кому надо? Значит, еще так страшно. Посмотри, там сорка лежит в бардачке. Газлифты, посмотрите, как японские работают. До сих пор стоят. Аккумулятор даже есть. Давайте попробуем, это Toyota. Когда Юрий, ты накинься, проверь зажигание. С камеры не передаст уклон. Сколько градусов? Да дохуя. Слушай, я когда уебался, я даже как хуел, вот так я валялся на водоканале. Да, ты прикинь вот это все лететь. Да, быстро пиздец. Тачка, смотри, да не, больше 45 как будто. Давай этот циркуль, ебать, транспортируй, сука, и неси сюда, на. Какой циркуль, сука? Циркулем погоду меряют. За 6 дней на Эбису мы покатались абсолютно на всех треках. Каждый трек имеет определенные конфигурации. И один из таковых это ниши. Там есть помимо соревновательного конфига, есть обратный конфиг и есть еще сильный конфиг. Разгон вообще с другой стороны. И постановка вот в конфиг, который был на соревнованиях. Он был до этого все время закрыт. Сегодня же его открыли. Сейчас туда направляемся. Что так получилось, пока мы ездили в поисках бенза. А у нас получается на Эбису всего 2 заправки. На одной sold out, а вот на второй ограничение в 30 литров. Пока мы ездили туда-сюда, конфиг тот скоростной, походу, уже закрывают. Ну, меняют на обычный. Вот он тот самый конфиг, на который я не успел. Вот там разгон. Вот тут пролетаем вдоль стены и вон туда улетаем. Жалко, что не успел, но ничего страшного. На самом-то деле он чем-то похож на Хигаши. По скорости, наверное, разгона здесь не так сильно. А сейчас народ катает стандартный конфиг сверху вниз. Сейчас туда поедем, чуть покатаемся. Что-то чувствуют организаторы данного мероприятия и маршалы, которые там стоят и машут флажком на перерыв. Машин выезжает просто какое-то колоссальное количество. Ну просто я выехал, круг замкнулся, мы уже просто едем все друг за другом. У нас еще есть пару часов, мы, наверное, сейчас поедем, катнем чуть-чуть на ТГ, так, чтобы прям подзавершить всю эту историю. Погода сегодня крутая, народу просто куча. Все едут на все бабки. Уже никто не сейвит машины, потому что, по сути дела, последний день. Нравится тебе такое? Не продает просто. Любые деньги предлагают. Вот она особенность Мацури. На ТГ в обычные дни, но вообще мало кто катается. Сейчас просто, ну,
Все как и везде. Короче, Лаурель сегодня или вчера перевернулся на ТГ. О, да ну нахер. Просто трэш. Ну да. Ну, видишь, он типа как-то воткнулся, и у него... Да. Прям чесало, все прям лежал. Но каркас, смотри, спас. То есть каркас в салоне. Типа, А, ну да. прям спас. Он даже не смялся особо. Офигеть. Просто вся банда собралась сейчас на ТГ, приехал Серый, я проехал круг за ним парно. У меня лопнула покрышка, сейчас мы поедем еще. Гоу-гоу-гоу! Последний час легендарного трипа, ребята! Давай только без переворота. На крышу не надо. Это автодром Санкт-Петербург, Это все хуйня. Серый, дай хлопушку. В начале поездки ребята думали, что я краун превращу вот в это. Посмотрите, что Влад сотворил с автомобилем. Он просто на всех ходах дал в бетонку мордой. В жоп, Сюси, это что такое? No roll cage! Осторожно! Ты что с этими мопедными шинами гуляешь тут, брат? Как она едет? Ребята думали, что я краунов такое превращу. У нас есть человек посерьезнее в этом вопросе. И официально! Официально награждаем! Это 9! Самая 9-я машина Эбису. Этот боец что-то на невероятном испытал. Из потерь у нас на Нордскурсе ночью, значит, попка пострадала. С правой стороны тут Минами. И сегодня буквально полчаса оставалось. Паренек на сотике ехал, что на перекладке притормозил. И я, получается, мордой в него на перекладке клюнул. Тачка, ствол. Невероятно. Идеальный спек для подобного мероприятия. Вот покупайте сток GZX. Все, больше ничего не нужно. Буста накрутили. Самое главное, грамотно сделать подвеску, чтобы тачка рулилась. Я влюблен в этот автомобиль. Очень хочу, чтобы у меня здесь в Японии была вот такой подобный автомобиль. Легендарный человек сзади меня стоит. Тот, который сделал много. Тот, который участвовал очень сильно в этой движухе, переживал за каждые моменты, за каждые мелочи. Ты, наверное, очень рад, что она не превратилась в кашу. Когда Я заметил, что ты уважаешь. уважительно относился, потому что это 171-я школа. Ребята ваши из Акибона просто боевики. Как они эту коробку просто за 2 часа туда-обратно. Кстати, Ваня не успел за маслом съездить, уже все на базе было. Масло было найти сложнее, чем коробку. Да, прикинь, реально. Через 2 часа коробка у пацанов была, масло не могли найти. Очень жестко. Я хочу, чтобы вы загорелись всей этой историей после всего, что мы увидели. И чтобы мы приезжали, и вот как мы с Серегой парно катались, чтобы мы также катались с тобой потом парно. Пару минут до окончания легендарного трипа. Честно сказать, это лучшая неделя в моей жизни вот в этой движухе. Я не знаю, как передать все те эмоции, которые у меня вот тут вот внутри, но я думаю, что каждый, кто смотрел этот ролик, проникся тем, что я вообще вот тут вот чувствовал, через что проходил. Вот эти последний час дрифта на ТГ с моими близкими, ну это просто
разрыв. Я прошу прощения за то, что я не могу собраться и вот нормально выложить свой монолог, но это просто шквал эмоций. Реально, вот меня прет, потому что я только вышел из тачки. Я невероятно благодарен ребятам из Акибона за то, что они вообще сотворили. Помимо того, что я здесь катался, мы с ребятами снимали очень крутой ролик, на который, как я уже и говорил ранее, ссылка в описании. Надо просто зайти и посмотреть. Там также буду я кататься, но немного другой формат. Меньше лайв-контента, больше киношная история, в которой рассказывается, как можно вот это все осуществить. Несмотря на то, что на Эбису движуха заканчивается, мы сейчас собираемся, едем в Таяму. В Таяме будем дальше снимать. У нас еще куча работы, нам нужно сделать хороший, законченный, плотный проект. Я тут со своими близкими, Димоном, Вусалом, это силовики, которые снимают на очень высоком уровне. Они мне помогают, я где-то им помогаю. И у нас вот такая вот командная большая работа. Ребята из Акибона — это вообще отдельная история. Это просто легенды. Это легенды, которые вчера восстановили за пару часов тачку. Я прокатился на Минами, я прокатился еще раз на Хигаши, и я сегодня здесь на Тогу покатался. Честно говоря, я уже был готов завершать с дрифтом. Мне уже хватило всего. Я понимаю, что все это не зря. Если бы они коробку не махнули, я бы никогда не прокатился на Минами. Тот самый асфальт с того самого Минами. Будет в розыгрыше, так же, как и другие вещи, которые я купил у них тут в магазинчике. Поэтому также в описании, либо где-то в комментарии будет вся информация по розыгрышу. Выполняйте все условия розыгрыша. Будет 3 у нас призовых места. Мне уже говорить ничего не хочется. Просто хочется вот так вот сесть. Посмотрите на вид. Что еще может быть лучше вот этого всего? Я не знаю. Я желаю просто каждому пройти через вот такое. Просто вот приехать, найти время, возможности. И тут ребята максимально спокойно реагируют на то, что вы к ним можете подойти и сказать: можно с вами прокатиться? В любую тачку падаешь, главное шлем с собой возьмите. И просто наслаждайтесь неделей вот этого сумасшествия. Невероятная неделя дрифта, невероятная. Все, тишина. Больше дрифта здесь не будет. Мы потихонечку будем собираться и покидать это прекрасное место. Стелим пол обрывками из календаря с тобой. Город заставляет нас поверить в мечту, да не ту. Давай присядем, и я разложу тебе по факту, что быть счастливым, быть не обязательно богат, что можно оставаться другом, оставаться братом, при этом добиваться результата. Туда, где время мое замедляет скорость, разливает птицей в душе, и встаю солнце и не гаснет, пока не потушишь. Ведь это время дано, чтоб нашу жизнь пустую усадить цветами. Так что же делать нам с тобой? Объясняю, что произошло. Сидим мы с ребятами из Акибона за очередным ужином, и тут поступает просто дикое предложение. Давайте выбираем миллион, и краун вам остается. Сразу мотивация появилась. На второй раз ехать на Эбису. Просто мы его разложим, и как бы нам нет такого кайфа. Тут два варианта. Либо молодой пилот, короче, Миллион на вашем ролике. Да. Ребята запускают свой канал, для которого мы всю эту поездку снимали просто крутейший ролик о том, как ворваться в дрифт-движуху в Японии. И если этот ролик наберет 1 миллион просмотров, вот эта ракета достается мне. Ссылка на их видос в описании и в прикрепленном комментарии. Любой актив, любой комментарий, репост, лайк, пересыл своему другу. Давайте запустим этот ролик в космос.